Гром и Гроза — это дикие волки, но они крепко дружат с лесником Матвеем, потому что когда-то он спас их жизни. Потом и они его выручали из разных ситуаций. Благодаря таким взаимоотношениям между волчьей парой и человеком завязалась дружба. К тому времени у Матвея уже была дочь Мария. Как он не хотел заводить детей, считая их обузой для себя, но в дочке души не чаял. Такая же рыженькая и длинноногая, как его жена Маргарита, Маша была прекрасна, из него буквально вела веревки. Но Матвей безропотно подчинялся ее капризам и выполнял все пожелания дочери. Нам и крестная фея с таким папой не нужна. Смеялась Марго. Как-то утром в двери их добротного деревенского дома постучались. Поскреблись и заскулили. Что там такое? Удивился Матвей и пошел открывать. На пороге сидела волчица Гроза с маленьким волчонком в зубах. Увидев Матвея, волчица аккуратно положила волчонка на крыльцо и отошла в сторону, как бы приглашая лесника осмотреть малыша. Ее детеныш был уже зрячий, но глаза волчонка заплыли какой-то жидкостью, похожей на клей. И вообще он был весь такой несуразный и слабый, что на него было больно смотреть. Гроза посидела так немного, принюхиваясь, потом подошла к Матвею, лизнула своего детеныша, потом ткнулась носом в коленку лесника. Бросив на человека быстрый, едва уловимый взгляд, она повернулась, подбежала к забору и легко перемахнула через него. «Ах, вот значит, как ты решила!» – присвистнул Матвей. «Папочка, что там?» – раздался звонкий голосок у него за спиной. «Ой, это щеночек или волчонок? Ой, какой маленький, какой хорошенький. Ой, а что у него с глазками? Папа, а где ты его нашел? Папа, а он теперь с нами жить будет?» Так под шквал детских вопросов в доме Матвея появился новый жилец. Вернее, поначалу он был совсем не жилец, но все домочадцы так заботливо его выхаживали, что вскоре он окреп и превратился в нежного и ласкового зверя. Ручные волки до 2 лет добрые и ласковые, и разве что залезать своего человека могут до потери пульса. Больше всех волк подружился с Машей. Они носились друг за другом по двору, по дому, 2 беззаботных, маленьких ребенка. Волчонку дали имя Гром. Неизвестно, почему его так назвали, просто стали перебирать разные имена, а он возьми, да отзовись на это. Так и пошло, Гром да Гром. Волчонок быстро повзрослел, и Матвей стал его выводить в лес. Умная Гроза признала в волке своего сына, а Гром, кажется, был рад, что его так легко и просто приняли обратно в стаю. Только Маша горевала по своему шерстяному другу, как не хотелось ей отпускать волка в тайгу. «Ничего не поделаешь», – утешал ее Матвей, диким животным не место в человеческом доме. «Но Гром не дикое животное, он мой брат», – восклицала Маша. Тогда Матвей стал брать дочку с собой в тайгу. Ей очень понравились такие походы, тем более, что там к ней подбегал ее брат Гром. Девочка всегда радовалась встрече с ним, но он играл с ней недолго и только под пристальным вниманием родителей, которые обычно стояли где-то рядом. На самом деле, это было устрашающее зрелище, когда маленькая девочка в лесу играла с волками. Матвей доверял Грому и Грозе, но все-таки в этот момент речь шла о его дочери. Он гнал от себя плохие мысли, но все равно был насторожен. Возможно, волки чувствовали его недоверие, поэтому так быстро уходили. Маша постепенно подросла и стала уже гулять самостоятельно. Она дружила с деревенскими ребятишками, и зимой они всей кучей малой катались с высокой горки на краю деревни. Как так получилось, что санки Маши укатились так далеко сугроб, никто до сих пор не понял. Но Маша нисколько не испугалась, а спокойно вылезла из снега и стала вытаскивать санки на дорогу. Все ребята видели и ждали, что у Маши все в порядке, и она сейчас вернется к ним на горку. Только неожиданно из-за другого сугроба выпрыгнул небольшой зверек. Он был симпатичным, пушистым и напоминал маленького медвежонка. Маша сперва приняла его не за взрослого зверя, а за детеныша. «Ой, кто ты такой хорошенький?» – ласково сказала она. Но зверек не оценил ее дружелюбного настроя, оскалился, заворчал и приготовился к прыжку. «Росомаха!» – закричали дети, «Росомаха!»
Маша ничего не знала о таком звере, но услышала тревогу в крике детей и решила прикрыться санками и как-то побыстрее пробиться к дороге. Кто-то из детей уже побежал за Матвеем. Росомаха приготовилась к прыжку, несмотря на то, что в руках у девочки были санки. Маше стало страшно, и ее страх только подстегнул зверя. Он уже прыгнул, Маша зажмурилась, слыша, как кричит Матвей. Лесник бежал к дочери что есть силы, пытаясь успеть до того, как Росомаха накинется на нее. Наверное, все бы закончилось куда печальнее, если бы не появился волк Гром. Да-да, именно тот самый шерстяной брат Маши, волчонок, которого Матвей выходил и который вырос в одном доме с его дочкой. Гром прыгнул на перерез Росомахи и принял ее первый удар на себя. Между ними завязалась драка. Но подбежал Матвей и подошли другие волки из стаи Грома. Не в правилах Росомахи отступать, но тут уж ничего не поделаешь, перевес сил не на ее стороне. Фыркая и отплевываясь, злобная и коварная разбойница убежала с поля боя, скорее всего, затаив чувство мести на Грома. Гром немного пострадал, но это были лишь царапины, которые на волках заживают быстро. Он подпустил к себе Машу, и девочка горячо обняла его и расплакалась, спрятав лицо в жесткой, густой шерсти своего брата. Она только теперь осознала, какой опасности подвергалась. Дорогие друзья, если вам понравилась история, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.